Тише. Слышишь шаги за дверью? Расслабься. Скорее всего, это просто курьер. Хотя статистика – упрямая тварь. Прямо сейчас, пока мы с тобой болтаем, в мире орудуют десятки серийных убийц, о которых полиция даже не догадывается. Все привыкли думать, что маньяки – это где-то в кино или в Америке 70-х. Ага, мечтай. Сегодня мы проедемся по карте мира, от чопорной Англии до кровавых подвалов Китая и лесополосы в России. Я вытащил для вас 5 таких отморозков, по сравнению с которыми Пеннивайз – просто клоун на детском утреннике. 3 место заставит тебя бояться полицейской формы, а 1 заставит 2 раза дернуть ручку входной двери. Погнали! Топ-5 стран, где зло поставило личные рекорды. Начинаем с Великобритании. Чай, королева, вежливость. И Харальд Шипман. Знакомься, доктор Смерть. Внешне милейший дедушка. Семейный врач, которого обожал весь город Хайд. Бабушки души в нем не чаяли. «Ох, доктор, у меня колет в боку, помогите». И он помогал отправиться на тот свет. Его метод был гениально простой и мерзкий. Он приходил на вызов к старушкам и вкалывал им лошадиную дозу диаморфина. Это чистый героин. Пока пациентка тихо умирала в эйфории, добрый доктор сидел рядом, держал ее за руку и, возможно, уже присматривал себе ее жемчужные бусы. Официально доказали 15 трупов, но реальная цифра примерно 250. Вдумайся, 250 человек. Это уже не маньяк. Это конвейер смерти, оформленный в белый халат. Полиция годами игнорировала тот факт, что у пациентов Шипмана смертность выше, чем на войне. А знаете, на чем он в итоге споткнулся? На жадности. Этот гений подделал завещание своей последней жертвы. Написал, что она оставляет все свое состояние любимому врачу. И напечатал это на дешевой пишущей машинке. Убил 200 человек и спалился на опечатке. Гений, да? Англия отстрелялась. Поехали дальше. Место номер 4. Китай. Начало нулевых. Если Шипман убивал тихо, как фармацевт, то наш следующий герой – это чистый хаос. Ян Синьхай, прозвище «Монстр». И это не для красного словца. Представь, глухая деревня, ночь, ливень. Вы спите всей семьей. Дверь вылетает с петель. В дом заходит человек в абсолютно новой одежде и огромных ботинках. В руках у него молоток или топор. Через 15 минут в доме не остается никого. Ни звука, ни шанса. 67 трупов за 3 года. Он шел через 4 провинции, оставляя за собой реки крови. У него была жуткая традиция. На каждое новое дело он надевал все новое. Новая куртка, новые ботинки. Как на праздник. Для него это и был праздник. На допросе он сказал фразу, от которой мороз по коже. «Убийство – это самая обычная вещь. Мне просто нравится это делать». Его расстреляли в 2004 году. Выстрел в затылок. Быстро и дешево. В тех деревнях люди до сих пор запирают двери на 3 засова. И, если честно, делают они правильно. 3 место. Добро пожаловать домой, Россия. Здесь у нас человек, который сломал саму идею безопасности. Михаил Попков, ангарский маньяк. 80 доказанных жертв. 80. И самое страшное – не цифра. Самое страшное – кто он. Представь, ты молодая девушка. Поздно, темно, холодно. Рядом тормозит машина с мигалками. За рулем офицер милиции. В форме, с погонами. Он улыбается. «Садись, подвезу. Безопасно же? Я мент». И ты садишься. Это твоя последняя ошибка. Попков называл себя чистильщиком. Днем он расследовал преступления, а ночью делал их сам. Использовал все, что было в багажнике служебной машины. Отвертки, топоры, ножи. Его искали 20 лет. 20 грёбаных лет. Проверяли всех, кроме своих. Поймали его только тогда, когда додумались проверить колеса всех машин Нива в городе. Он жив, сидит в колонии, шьет рукавицы. И, судя по интервью, он ни о чем не жалеет. Страшнее всего, что система, похоже, тоже. 2 место. Повышаем градус безумия. Пакистан, Лахор. Если Попков прятался, то этот парень мечтал о славе. Джавед Игбал. Его история похожа на дешевый фильм ужасов. Только это не кино. Это было взаправду. Он решил отомстить полиции. Его жертвы – уличные мальчишки, которых никто не искал. 100 человек. Ровно 100. Но самое дикое – не количество, а метод. Джавед не просто убивал. Он растворял тела в огромных синих бочках с соляной кислотой. Прямо у себя дома. А остатки выливал в канализацию. Когда его личный счетчик дошел до 100, он пошел на почту. Спокойно. Отправил письмо в газету.
газету. Я убил 100 детей. Вот фото, вот одежда. Попробуйте меня поймать. И сам пришел в редакцию. Судья был в такой ярости, что вынес уникальный приговор. Казнить Игбала так же, как он убивал. Разрезать на 100 кусков и растворить в кислоте на главной площади. К сожалению, приговор не исполнили. Он повесился в камере. В итоге даже свою смерть он устроил проще, чем обещал. Король ужаса. Абсолютный рекордсмен. Колумбия. Луис Гаравито. Прозвище «Зверь». Забудьте про Чикатило. Гаравито – это другой уровень ада. Официально 193 жертвы. Реально, многие уверены, что больше 300. 300 детей. Как? Как это вообще возможно? Он был мастером маскировки. То священник, то нищий, то добрый дядя с конфетой. В стране шла гражданская война, всем было плевать на пропавших детей-бедняков. И Гаравито этим пользовался. У него нашли дневник. Обычную школьную тетрадку в линейку. В ней он вел учет, рисовал палочки, записывал имена, как будто вел бухгалтерию в магазине. Он помнил каждую жертву. Ему дали 1853 года тюрьмы. Но по законам Колумбии он не мог сидеть больше 40. Он умер совсем недавно, в октябре 2023 года от рака. Он прожил долгую жизнь, в отличие от тех 300 детей. Иногда дьявол просто сидит и курит в углу, глядя, как люди справляются сами. Вот такой у нас топ. Страшно? Мне тоже. Но знаешь, что самое жуткое? Гаравито выглядел как обычный прохожий. Попков носил форму, Шипман носил белый халат. Зло не носит маски хоккейных вратарей. Оно спокойно заходит с тобой в лифт. Спи крепко и закрывай дверь. Думал, это конец? Не. В нормальном хорроре всегда есть сцена после титров. Бонус. Мы уже прокатились по Англии, Китаю, России, Пакистану, Колумбии. И ты, наверное, заметил одну страну, которая подозрительно молчит. Да, та самая, со звездочками на флаге. Америка дала нам Голливуд, фастфуд и вот этого человека. Джон Уэйн Гейси. Реальный Пеннивайз, только без спецэффектов. Представь, твой сосед. Добрый, вежливый, всегда здоровается, делает барбекю, фоткается с местными политиками, волонтер, бизнесмен – и по выходным клоун на детских праздниках. Смешит детей, рисует им шарики, раздает конфеты и сам рыдает от смеха. А ночью он спускается в подвал, не чтобы чинить трубы, чтобы расширять свое личное кладбище под домом, сантиметр за сантиметром. У него была любимая игра – фокус с наручниками. Он показывал, смотри, как настоящий полицейский надевает наручники и легко из них выбирается. На себе трюк получался идеально. А потом он предлагал: «Давай, теперь ты, тоже попробуем». Когда железо щелкало на руках жертвы, фокус внезапно заканчивался. Гейси наклонялся и шептал: «Хочешь секрет фокуса? Вся магия в том, что ключ только у меня». Дальше начиналась ночь, которую лучше не представлять. Пытки, удушение. Тела он складывал у себя под домом, под полом, под гаражом, в подполье. По слоям, как будто заливал фундамент. Соседи жаловались на вонь. Запах гнили, который поднимался с его участка. Гейси говорил, что это протухло мясо, или крыса сдохла в вентиляции. Знаешь, что самое смешное? Все кивали и расходились. Полиция тоже не спешила. Исчезали подростки, молодые парни. Но кто поверит, что уважаемый клоун Джон тайком роет братскую могилу у себя под домом? Репутация – лучшая маска. Все сломалось на одной детали. Пропал парень из магазина. Последний, кто видел его живым, сказал, он сел в машину к Гейси. Просто одна фамилия в протоколе. Одно совпадение. И, наконец, нашелся человек в погонах, который задал правильный вопрос. Почему этот клоун все время рядом с исчезнувшими? Начали копать. Гейси нервничал, суетился, шутил, пытался давить и очаровывать. Но чем больше он улыбался, тем сильнее воняло из подвала. В итоге выбили ордер на обыск. Спустились в подполье. Туда, где он якобы чинил трубы. А там земля, набитая костями. Останки, сложенные слоями. Как будто он не хоронил людей, а строил из них фундамент своей идеальной жизни. Официально ему вменили больше 30 жертв. Но никто до конца не уверен, сколько тел так и осталось в земле. На суде он продолжал играть клоуна. Говорил про вторую личность, про то, что не помнит, что делал. Типа, это все был не он, это был плохой Джон. Да, конечно. Его приговорили к смерти. Перед казнью журналисты спросили: «Что вы хотите сказать напоследок?» Он усмехнулся и сказал: «Поцелуйте меня в задницу».
И это, честно, была единственная фраза в его жизни без маски. Вот тебе и бонус. Реальный клоун-убийца, который развлекал детей на праздниках, а по ночам укладывал трупы под собственным домом. Так что да, зло не всегда прячется в лесу, в маске и с бензопилой. Иногда оно ведет анимацию в детском центре. Смеется громче всех. И ты еще благодаришь его за это. Если ты дослушал до этого момента и тебе не захотелось спрятаться под одеяло, поздравляю, у тебя стальные нервы. Или ты такой же отбитый, как и мы. Подписывайся на канал. В следующий раз я расскажу историю, после которой ты будешь спать со включенным светом, если вообще уснешь. Не теряйся.